Рыбалка – это такой вид досуга, который страстно обожают одни и абсолютно не понимают другие. Со стороны может показаться, что в этом нет ничего интересного и увлекательного. Мужики сидят подолгу в тишине и радуются паре тройки неосторожных рыбешек. Если такого рода медитация не по тебе, то что скажешь о зимней рыбалке? К долгому ожиданию и тишине прибавляются особые навыки, оборудование и минусовые температуры. Это превращает зимнюю рыбалку в самый настоящий челлендж, в котором должен хотя бы раз в жизни поучаствовать каждый мужчина. А чтобы подогреть твой интерес, мы собрали несколько фактов об этом удивительном хобби. Собирает огромное количество рыбаков. Как и в случае с обычной рыбалкой, зимняя стала соревновательной дисциплиной во многих странах мира. Так, например, каждый год в январе на озере Сигал, штат Миннесота, США, собирается более 15 тысяч рыбаков. Ледяная гладь озера превращается в настоящий швейцарский сыр, потому что специально для соревнования проделывается более 20 тысяч лунок. Само хобби занимает в тех краях 4-е место среди всех видов зимнего досуга, уступая только катанию на санках, снегоходах и коньках. Самая длинная зимняя рыбалка в мире. В Канаде зимняя рыбалка – часть национальной истории. Так, например, одна из старейших деревень носит название Пабнико, образованное от слова «помпку». На русский это можно перевести как «дыра, которая была вырезана во льду для рыбалки». И именно в этом месте в 2000 году тысячи рыболовов в сумме провели за своим любимым делом 4 489 296 дней. Ловля не ради добычи. Опытные рыбаки подходят к своему хобби осмысленно и, несмотря на всю тяжесть успеха, просто отпускают пойманных рыб. Исключением являются лишь многодневные вылазки, где минимум от улова используется в пищу. В остальном свыше 60% пойманной рыбы отпускают обратно в лунку, предварительно сфотографировав и замерив трофей. Вот бы люди также осознанно относились и к другим своим увлечениям. Так, например, канадец Брюс Седерберг в 2013 году смог поймать самую большую в мире озерную форель. Боролся он за нее целых 45 минут. Она в буквальном смысле еле пролезла через лунку, а ее вес составил почти 20 килограммов. Вместо того, чтобы пустить трофей на стейке, он сфотографировал рыбу и отпустил обратно. Смысл какой? Обратно отпускать? Но он же ее не для еды ловит. Для чего он ее ловит? Для удовольствия. Поймал, удовольствие получил, выпустил. До чего же дошли уже? С рыбой научились удовольствие получать. Зимняя рыбалка опаснее, чем кажется. Общей статистики смертности при зимней рыбалке нет. Но если поискать по этому запросу в Гугле, ты поймешь, что это частое явление. Рисков много, начиная с обморожения в случае ухудшения погоды и заканчивая падением под лед. Также нередко откалываются целые ледяные острова и уносят рыбаков в открытое море. Так, например, в марте 2013 года на отколовшихся морских льдах в Рижском заливе было поймано в ловушку 220 рыболовов. Для их спасения пришлось организовывать целую спецоперацию с вертолетами и судами на воздушных подушках. Поэтому будь осторожнее, если решишь испытать зимнюю рыбалку на себе. Отметка на трофее. На Западе, в местах особого скопления рыбаков, пойманных рыб часто отмечают специальными маркерами и отпускают обратно. Так, если другому рыбаку повезет вновь подцепить помеченную рыбу, он по негласному правилу должен ее отпустить. Правило, конечно, работает только с осознанными соперниками, но сам подход очень благороден. Специальные машины для зимней рыбалки. В определенные сезоны температура воздуха на северных водоемах может опускаться до минус 40 градусов и ниже. Чтобы снизить риски и обеспечить себя комфортом, многие состоятельные рыбаки покупают специальные машины для зимней рыбалки. Они бывают и на колесах, и на гусеницах, чтобы эффективнее передвигаться по льду. В днище таких машин делают специальные отверстия под лунки, чтобы люди могли рыбачить прямо в салоне. Сам салон максимально утеплен и облегчен, чтобы снизить вероятность уйти под лед. После рыбалки отверстия в полу можно закрыть крышками и расслабиться посреди ледяной пустыни. Не сказать, что это аутентично, зато никакой простуды и обморожения не будет. Может быть, я хочу
хочу простудиться и умереть. Зимняя рыбалка намного старше, чем ты думаешь. Многие считают, что зимняя рыбалка относительно новая разновидность ловли. На деле все совсем не так. Первые задокументированные упоминания о зимней рыбалке относятся к IV веку до нашей эры. Так, например, Аристотель писал о ней в своем сочинении «Метеорологика». Жители Понта ловят рыбу, проделывая отверстия во льду. Так что зимняя рыбалка будет подревнее большинства вещей, окружающих современного человека. Мировые рекордсмены. Среди любителей подледной ловли есть свои чемпионы. Определяются они благодаря длине и весу выловленных рыб. При этом важно учитывать, что нормативом у них служит вид рыбы. Так, например, Эндрю Пламридж в 2014 году поймал карпа весом 14,5 килограммов. Хотя есть более примечательный пример. 12-летняя Тия Вайзе, поймавшая на зимней рыбалке желтого окуня, вошедшего в книгу рекордов Гиннесса. Особенности зимней ловли рыбы. Итак, для того, чтобы рыбалка задалась, нужно знать некоторые нюансы. Начнем с того, что охотник не должен при отсутствии поклевок задерживаться даже на самых перспективных участках реки больше 5 минут. При этом важно знать, что при ужении со льда с помощью приманки удастся исследовать только небольшой пятачок площадью всего в несколько квадратных метров. И если добычи там нет, то подхода к наживе не дождаться даже за целый световой день. Поэтому зимняя рыбалка предполагает постоянное передвижение рыбака по льду. Заядлые удильщики знают, что придется просверлить огромное количество лунок, пройти по льду не 1 километр, пока им удастся отыскать активный участок. Рыба зимой старается меньше двигаться, поэтому даже если она и заприметит приманку, но та окажется от нее на большом расстоянии, то потенциальная добыча ее, скорее всего, проигнорирует. Это особенно заметно в тот период, когда рыба не находится в фазе активной охоты. Как подготовиться к зимней рыбалке? Заинтриговало? Хотите попробовать? Тогда нужно озаботиться экипировкой. Верхняя оболочка в идеале должна быть из серии профессиональной одежды для зимней рыбалки. Это могут быть непродуваемая куртка и штаны, в которых есть наколенники. На руки с собой необходимо брать 2 пары перчаток. Одни полупальцы, другие варежки. На голову можно надеть облегающую балаклаву, которая легко превращается в шарф для использования во множестве меняющихся погодных условий. Также обязательно надеть зимнюю шапку. Нет ничего хуже мокрых и холодных ног, поэтому хорошие зимние ботинки – обязательная одежда для зимней рыбалки. Также на них можно надеть кошки для льда. Захватить придется и солнечные очки, ведь блики солнца, отражающиеся от льда или снега – серьезная проблема. А вот основные предметы снаряжения. Ледобур – это инструмент, который рыбаки используют, чтобы сверлить отверстия во льду. Удочка или катушка. Приманка, эхолот, сани. Они позволяют вам положить все, что нужно для зимней рыбалки, в один легко скользящий контейнер. Ставьте лайки, подписывайтесь на МММ-блог и жмите колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски.